Нестандартные дебютные ходы, полный разврат на доске. После победы над Накамурой в 22 хода Джавахир Синдаров встречает мега серьезного противника Левона Ароняна, который бросился защищать честь Америки. В этой партии будет все, а ее результат в конце этого видео. Синдаров играет конь f3, d5, это у нас потанцевальная защита, дебют третий. c4 это у нас дебют третий, вместо стандартного хода взятия или конь f6. Левон задвигает пихунделя дальше сюда. Следует из теоретических ходов может быть e3, g3, а также b4. Именно этот вариант Синдаров избирает, чтобы набаламутить воду своему американскому визави. Ходом c6 Аронян берет под контроль центральное полешко на поле d5, а3 укрепляет Синдаров пешку на b4, ибо после e6 слонина уже могла ее там затырить. Слон g4, и на такой дерзкий выпад слоном Синдаров играет конь e5, просто нападает на этого вонючего слона, слон отступает, и слон b2. Сначала развивается ферзевой фланг, а потом может развиться и королевский. Но сейчас соперники уйдут куда-то подальше от дебютной теории, начнется лютый движ. Лучшим ходом коня 6 было в этой партии, чтобы развивать свои фигуры королевского фланга и просто сдрыснуть в рокировку. Но Левон играет f6, чтобы дернуть этого коня. Конечно, конина может отступить себе на f3, но Синдаров намерен побеждать. У него азарт. Он Накамуру нагнул в 22 хода. Видео, кстати, тоже есть на канале. Поэтому Джавахир играет g4, нападает на этого слона. Понятно, бить пешку на g4 нельзя. Можно отступить слоном сюда, сюда, остаться без рокировки, если на f7. Лучше бы отступить просто сюда и забрать, открыть себе линию h для потенциальной атаки. Но Левон забирает коня, жертвует слона на поле h5. Получается обычный размен с шикардосенькими пешечками, орешечками в центре. Конь f6, e3, пора бы эти пешки подрывать. И Левончик допускает ошибочку ходом e6. Можно было бы сохранить преимущество ходом c5, потом слон c4, ферзь b3, нападать на пешку e6, но Джавахир здесь тоже допускает маленькую ошибочку. Сначала ладья g1 играет, потом конина a5 пешка пошла, потом c5, потом конина a6. И вот именно та ошибочка, где Джавахир ее допустил, упускает свое непосильно нажитое преимущество. Лучше было бы вместо этого сыграть ладья g5, нападать на пешку, например, вот так, напал на эту пешку. Этот сучий потрох отступил бы на d7 и ладья g3. Позиция все же оставалась бы лучшей за белых, но Джавахир играет просто ферзь b3, ему так больше нравится. Сучий потрох отступает на c7, защищает пешку на поле e6, слон c4 усиливает давление на пешку e6, и Левончик решил отдать ее на. Не нужна она здесь, сдвоенная, херовая, поэтому слон e6, конь e6, ферзь e6, шах! Закрыться слоном плохо, если ты закроешься здесь слоном, тогда падает пешка на e5, что не есть хорошо. Напомню вам, что Аронян защищает честь Америки, поэтому ему надо тормозить Синдарова, а Синдарову надо защищать честь Узбекистана и свою собственную, так как он кандидат на то, чтобы двинуть Гукеша на. Левон защищает свою пешку на e5, принципиальная партия, однако, и ферзь c4. Синдаров отводит своего ферзя. Ходом g6 подготавливает Левон развитие своего чернопольного беса на большую диагональ ед. Король d1 отступает. И точным ходом 3-0 Левон вроде бы отдает пешку на d4, а вроде бы и не отдает. А что будет, если забрать пешку на g4? Давайте я вам покажу. А будет обычная ферзь e4, связываем слона. Если брать ладью на h8, тогда мы просто минусуем мамаситу белых. Поэтому в такие ловушки Синдаров не попадается. Вместо этого ладья e1, чтобы прогнать этого ферзя. Ферзь g5. По-прежнему брать на d4 нельзя, если теперь слон d4. Ну тогда просто шах ферзем тут, и слон уплыл в туман.
Поэтому после ферзь g5 Синдаров открывает линию Б для атаки. Но есть недостаток у него позиции, есть серьезный недостаток, и даже не один. Можешь поставить видео на паузу, посмотреть вот здесь. Вопрос к тебе. Какие недостатки в этой позиции? Недостатки: конь вонючий на поле b1, нерабочий. И вообще такой полупокер-король здесь стоит, полупокерный, попадает под атаки без рокировки, пошел в дебют, немножко заавантюрился и опиздюлился. Наверное, я еще результата партии, конечно же, не знаю. После взятия на а5 убрал защиту из поля c5, и Левон тырит на поле c5, предлагает разменять свои мамаситы. Мамаситы уклоняются от размена. Шах на e6, король пошел на b8 и ладья e5, чтобы как-то пощемить этого Левончика. Ферзь а7 пошел назад, сюда мамасита, потом сюда слон. Какие-то фигуры черных все же имеют больше подвижности, больше динамики, больше грации. А все из-за того, что король в относительной безопасности. И в дебюте меньше экспериментов черные делали, поэтому ладья e7, ладья e8. Одну из последних активных фигур белых надо, конечно же, трахнуть. Разменялись, и а4 пошел. Угрожает, наконец-то, развитие этого коня, угрожает черным фигурам, поэтому Левон еще подбирает пешку. На d4 уже можно взять. Если сейчас завязать слона ходом ладья e4, тогда ферзь g8 шах, и король c7 пошел. Слон себе просто забирает этого слона, так как теперь ферзь защищает поле g7. Но на этом партия далеко еще не окончена. Дальше следует взятие слона на d4, мамасита, ладья d8, и сейчас Синдаров немножко прижал хвоста, будет защищаться из последних сил. Здесь, конечно, можно как-то подловить, но, к сожалению, играет уже на добавлении. У него 12 секунд всего осталось, чтобы подумать, а у Ароняна 10 минут. Это ни хера себе, ребята, преимущество. Это просто шок и порошок. Ферзь f5 нападает на коня, прицелился. Этот конь вонючий не сделал ни одного хода, поэтому надо его защищать, вот этого абуза. Парнокопытная ладья пошла сюда. Ферзь h3 предлагает Синдаров разменяться, но этот не хочет. Ферзь f3 опять предлагаю разменяться, но этот не хочет. Ладья e3 на коня вонючего опять нападаем. Конь отступает к горде. На ферзя нападаем. Ферзь e4. Забрал пешку, улетела пешка. У Синдарова 20 секунд, у Аураняна немножко больше. Шах. Король сюда пошел. Шах. Король сюда пошел. И вот здесь, в этой позиции, следует один из последних ударов в этой партии. Ход черных. Бриллиант. Лучший ход в этой позиции, конечно же. Ты его должен находить, а если ты его не нашел, тогда кликай лайк и подписку этому видео. Смотри плейлисты партии Ароняна, партии Синдарова. Короче, многих есть здесь партии на этом канале вонючем, поэтому заходи, смотри. А этот ход ладья d2. Аронян жертвует свою ладью. Конечно же, тактика уровня мужиков за гаражами. Если забрать этого коня, следует мат. А если коня не брать, отступить, например, сюда мы не можем отступать. Единственное поле для отступления вот сюда. Тогда ход, который сделал Аронян, ладья c2, после которого Синдаров сдался. А в чем же секрет этого хода? Секрет этого хода в том, что конь вонючий не сделал ни одного хода в этой позиции. И он поднасрал всю партию. Развивайте своих коней, ибо это может плохо закончиться. Если сейчас... Что сейчас? Да ничего уже сейчас. Если сюда конина пошла, тогда просто ладья c1 мат. А если сюда конина пошла, тогда ферзь а1 сюда, сюда и забрал вот здесь. Потом король сюда, ферзь f6. И, короче, вот такая вот лабуда. Еще раз напоминаю, что у нас контента будет немножко больше. США, Узбекистан сейчас играют в шахматы. Сегодня будет обзор по блицу. Так что до новых встреч.